Материализация мыслей – доказанный факт, и вы сами в этом скоро убедитесь. Уже несколько лет люди, исполнившие свои желания, делятся опытом и практиками в своих книгах и на живых выступлениях. Но не только наставники и опытные учителя рассказывают о силе мысли. Начиная еще с прошлых веков, ученые и профессора интересовались тем, что такое материализация мыслей. В этом видео я хочу поделиться с вами фактами, которые доказывают то, что материализация мыслей реальна. Важно! Это не просто исполненные мечты после визуализации, это научно доказанная эффективность работы силы мысли. Поставьте, пожалуйста, лайк этому видео. Переходите на канал Тайны Души, мой канал для тех, кто хочет изменить свою жизнь в лучшую сторону. Неоспоримое доказательство номер 1. Мысли двигают фигурами на экране компьютера. Финские ученые разработали технологию, с помощью которой оказалось возможным перемещать предметы на экране монитора одним усилием мысли. По словам ученых, технология подразумевает использование специального датчика, который крепится к голове человека. Он собирает электрические импульсы мозга. Далее компьютер распознает, откуда именно к нему пришел сигнал, и устанавливает направление, заданное ему для перемещения объекта на мониторе. Участник эксперимента, студент Яни Хейманен, признался, что ему пришлось немало напрячься, чтобы передвинуть квадрат на экране. При этом прилагаемое умственное усилие было почти как физическое, сказал он. Яни сомневался в успехе предприятия, поэтому, когда курсор хоть не намного передвинулся, это вызвало у него бурю положительных эмоций. После эксперимента он сказал: «Я думал, такие вещи, как материализация мыслей, происходят только в кино». Неоспоримое доказательство номер 2. Сила мысли в роли компьютера. Итальянским медикам из исследовательского госпиталя Санта-Лючия в Риме удалось создать работающую экспериментальную модель приспособления, позволяющего инвалидам управлять предметами домашнего обихода силой мысли. При помощи этой технической руки, диодами, прикрепленной к голове и получающей сигналы из мозга, инвалиды смогут выключать и включать свет в доме, отвечать на телефонные звонки и так далее. Сконцентрированные на интересующем предмете волны будут интерпретироваться специальным компьютером в те или иные действия. Поскольку мыслительный процесс у людей схож на волновом уровне, устройство работает одинаково и успешно для всех. Сейчас компьютер угадывает мысли в 85% случаев. Это беспрецедентно высокий показатель. По мнению ученых, через несколько лет устройство получит широкое применение среди инвалидов, а также, возможно, и среди ленивых людей. Доказательство номер 3. Материализация мыслей в спорте. Опыты, проведенные швейцарскими учеными, показали, что у мысли есть физическая сила. Исследование проводилось в группе спортсменов, которые из-за травм были вынуждены проводить долгие часы без движения. Ученые рекомендовали испытуемых для сохранения формы прорабатывать определенные группы мышц силой мысли. Затем исследователи оценили действенность упражнений. Сила мускулов возросла практически на 35%, и тонус сохранялся на протяжении 3 месяцев после прекращения мысленных занятий. Такие тренировки назвали идиомоторными. Об этом же писал и Джо Диспенза. В фильме «Секрет» Деннис Уэйтли рассказывает: «Я взял визуализацию из программы предполетной подготовки Аполлона и вводил ее в 1980-90-х годах в олимпийскую программу. Это было названо визуальная моторная подготовка. Разум – удивительная вещь. Олимпийские атлеты, подсоединенные к сложному оборудованию с множеством датчиков и систем обратной связи, мысленно представляли себе, как бегут трассу. И вот что поразительно, во время визуализации активировались те же самые мышцы в той же последовательности, как если бы спортсмены действительно бежали. Как такое получается? Разгадка в том, что мозг не различает, делаете ли вы что-то в реальности или это лишь мысленная тренировка». Также многие борцы боевых искусств не скрывают, перед схваткой они медитируют, чтобы настроиться на победу. Оказалось, этот метод подходит и для игроков в гольф. Только в мыслях они должны представлять себе не поверженного противника, а всего лишь лунки большего размера, чем они есть на самом деле. И будет таким гольфистом победа. Другие наблюдения уже за футболистами и баскетболистами подтвердили предположения ученых. Игроки, пропитанные боевым духом и куражом, способны расширять и футбольные ворота, и баскетбольное кольцо.
Но когда спортсмен делает промах за промахом, то теряет веру в себя и начинает воспринимать пространство по-другому. У него сужаются границы цели, и забить мяч становится гораздо сложнее. Чем больше неудачных попыток предпринял футболист, тем меньше и дальше ему будут казаться ворота. Естественно, при таких искажениях пространственного восприятия следующие атаки будут, скорее всего, провальными, и футболист опять пробьет мимо. Доказательство номер 4. Излечение и воспитание гипнотическим внушением. В 1911 году Владимир Бехтерев читал свой доклад «Внушение и воспитание» на первом международном педагогическом конгрессе в Брюсселе. В своем докладе он рассказывал о случаях, когда докторам удавалось излечить болезни детей с помощью гипнотического внушения. Вот некоторые из них. Излечение склонности к воровству у 11-летнего мальчика. Мальчик 12 лет был избавлен от навязчивого страха, имевшего предметом смерть бабушки. Излечение 9-летней девочки гипнотическим внушением от непроизвольного недержания мочи. Даже один умственно отсталый мальчик, не имевший возможности вследствие недостаточного внимания научиться ни читать, ни считать, благодаря систематическим гипнотическим внушениям, проводимым докторами, спустя 2 месяца мог выучиться читать и вместе с тем мог обходиться с 4 правилами арифметики. Доказательство номер 5. Материализация мысли о молодости. А вот британские ученые заявили, что сила мысли и в реальности способна на многое и даже омолодить человека. Свои заявления ученые Туманного Альбиона основывали на проведенном ими исследовании. В ходе данного исследования участников-добровольцев, пожилых мужчин, перешагнувшим уже 70-летний рубеж жизни, попросили изменить образ мыслей. Им предложили думать и поступать так, как будто каждый из них вдруг сбросил 20 лет. Добровольцы добросовестно выполнили рекомендации ученых, изменив и образ мышления, и распорядок дня, и свои обычные занятия. И не прошло даже недели, как исследователи отметили первые перемены в организме добровольцев. Причем изменения эти были физиологическими, легко поддающимися элементарным проверкам, которые ученые и подвергли пожилых мужчин. В ходе тестов и анализов оказалось, что у всех добровольцев, начавших думать и действовать как более молодые мужчины, улучшилось зрение и слух. Их суставы стали более ловкими и гибкими, у них улучшилась координация движений. Причем перемены эти отнюдь не были кратковременными. Они закрепились у тех добровольцев, которые и после окончания исследования продолжали думать и поступать как молодые люди. Так неужели же основным средством борьбы против старения является мысль? И чтобы тело не износилось, нужно не только вести здоровый образ жизни и правильно питаться, но и прежде всего думать и поступать как в молодости. Английские ученые утверждают, что, судя по всему, это так и есть. А желающие могут проверить, что подобная материализация мыслей работает на деле. Доказательство номер 6. Тайна хирурга. Эту историю рассказала женщина по имени Ирина Григорьевна из Мытищ в одном из опубликованных журналов. Лет 10 назад мне поставили диагноз желчекаменная болезнь. Сказали, что серьезной опасности нет, но лучше срочно лечь на операцию по удалению камней. Я согласилась. Меня положили на операционный стол, ввели наркоз. После ничего не помню, но выписали из больницы как здоровую. И вот по прошествии нескольких лет я встретила своего хирурга, который поведал мне страшную тайну. Оказывается, когда мне вскрыли брюшную полость, то обнаружили у меня массивную злокачественную опухоль печени с метастазами. Процесс был настолько обширен, что хирурги решили, операция бесполезна. В подобных случаях удаление опухоли может только ускорить трагическую развязку, поэтому хирурги просто зашили разрез. А когда сообщили печальную новость моим родственникам, то те в один голос попросили не говорить мне истинную причину болезни. Но срок медиками был четко отмечен – ровно 2 месяца. И вот спустя 5 лет я зашла в эту больницу по какому-то банальному поводу и встретила доктора. У него чуть глаза на лоб не вылезли. Он попросил меня пройти всестороннее клиническое обследование, никаких заболеваний. Но после его откровений уже в своем секрете призналась я. Когда мне сказали о желчекаменной болезни, я не поверила. Думала, а так оно и оказалось, что у меня рак. Я просто умирала от страха. Но доктор так успокоил меня, объяснив, что это всего лишь камни. И после операции я сама себе дала обещание, что больше никогда в жизни не буду хворать. В
Каждый день я садилась перед зеркалом и несколько минут подряд повторяла: «Ты так счастлива, что живешь на свете, и больше ты никогда не станешь болеть». Потом я находилась под наблюдением доктора еще некоторое время, но страшная болезнь ко мне больше не вернулась. Самое главное в изложенной истории – это то, что женщина сознательно стремилась к выздоровлению, прокомментировал чудесное исцеление кандидат психологических наук Георгий Павлов. Ее разум призвал тело принять новую реальность, в которой нет места болезней, и тело согласилось. Она настойчиво работала над тем, чтобы материализация мысли о выздоровлении стала реальностью. И как раз это каким-то пока непонятным образом раскрыло в ней новые способности организма, и в результате произошло то, что казалось невозможным. Доказательство номер 7. Приток крови по велению мысли. В конце XVIII века профессор Эрмо. Доказательство номер 7. Материализация мыслей через энергию слов. Наглядным ярким примером воздействия слова может служить эксперимент группы российских ученых, описание которого содержится в интервью академика Горяева изданию НИРС. Суть эксперимента в следующем. Исследователи подвергли облучению в 10 тысяч рентген зерна растений. При таком огромном дозе облучения в семенах разрушаются даже хромосомы. Затем зерна разделили на две группы. Первую группу обработали определенным спектром электромагнитного излучения, на который был наложен акустический сигнал в виде человеческого голоса с просьбой к семенам восстановить свои первоначальные природные свойства. На вторую группу воздействовали тем же спектром электромагнитного излучения, но в качестве акустического сигнала был использован набор случайных слов, не связанных между собой. В итоге семена первой группы полностью восстановили свои свойства, а семена второй безвозвратно погибли. Эксперименты проводились неоднократно, и результат их подтверждал значение направленной силы слова. Данный эксперимент убедительно доказывает, что слово – это не просто звуковое выражение определенного предмета мысли, это некоторое количество энергии, благодаря которой и наблюдается воздействие. На самом деле подобных историй, показывающих, что материализация мыслей научно доказана, гораздо больше. Ученые продолжают работать над этой сферой. Если вы хотите больше видео о таких экспериментах, оставьте, пожалуйста, любой смайл в комментарии.